Добро пожаловать на Global Macro Pulse. На рынках сегодня творится что-то поразительное. На первый взгляд все внимание приковано к технологическому сектору, NASDAQ в крутом пике, все обсуждают риски искусственного интеллекта. Но если посмотреть глубже, под этой шумной поверхностью происходят куда более фундаментальные и, возможно, опасные сдвиги. Сдвиги в политическом ландшафте Вашингтона, который рынок, кажется, предпочитает полностью игнорировать. Возникает вопрос, а туда ли мы все смотрим? Цифры на экране, скажем так, полностью подтверждают этот нарратив. NASDAQ Composite теряет более 2%, S&P 500 – 1,5%, акции Apple, этого технологического гиганта, обвалились на 5%. Это очень серьезное движение. И мы видим классическую реакцию бегства в безопасность. Доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась до 4,1%. Инвесторы ищут тихую гавань. Но самый интересный и, я бы сказала, тревожный сигнал пришел с сырьевых рынков. Там мы стали свидетелями не просто распродажи, а настоящего каскада принудительных ликвидаций. Вот именно об этом я и говорю. Давайте на время отложим эту панику вокруг ИИ и посмотрим на то, что произошло в Вашингтоне. Администрация Трампа одним росчерком пера отменила постановление Агентства по охране окружающей среды, постановление, которое десятилетиями было основой климатической политики США. То, что признавало парниковые газы угрозой общественному здоровью. Это ведь не просто изменение какого-то правила. Это фундаментальный отказ от целого политического курса, по сути, обнуление десятилетних усилий. Некоторые комментаторы уже назвали это прямым подарком миллиардерам-загрязнителям и традиционной промышленности. В долгосрочной перспективе это создает колоссальные системные риски. Безусловно, но рынок живет не долгосрочной перспективой, он живет следующим квартальным отчетом. И если посмотреть на реакцию, то ее практически нет. Акции энергетических компаний не взлетели, акции автопроизводителей не показывают никакого оптимизма. Ну вот возьмем, к примеру, японские автоконцерны. Они уже потеряли 13 миллиардов долларов из-за торговых пошлин Трампа. И это новое дерегулирование никак не компенсирует им прямые убытки здесь и сейчас. Рынок – это машина по дисконтированию будущего, но его горизонт планирования сейчас – это следующая неделя, а не следующее десятилетие. То есть вы считаете это просто проявление рыночной близорукости? Я бы назвала это рациональной расстановкой приоритетов в мире алгоритмической торговли. Алгоритм не может оценить системный риск отмены климатического регулирования через 5 лет, но он может мгновенно рассчитать влияние 5% падения Apple на стоимость портфеля и выдать приказ на продажу. Хорошо. Но ведь есть и более близкие политические риски. Мы стоим на пороге шатдауна, приостановки работы Министерства внутренней безопасности. Законопроект его финансирования провалился. Это уже не абстрактный риск, это реальный бюджетный паралич, который вот-вот наступит. Это же демонстрация полной неспособности политической системы функционировать. Разве это не подрывает доверие инвесторов к американским активам в целом? Подрывает, но, опять же, как это посчитать? Рынок видел уже столько этих шатдаунов, что выработал к ним, определенный иммунитет. Да, это плохо, да, это создает неопределенность, но это уже знакомый сценарий. Трейдеры смотрят на это и думают, окей, пару недель не будут публиковать какую-то статистику, потом договорятся в последнюю минуту, как всегда. Это стало просто фоновым шумом. А вот когда ты видишь, как твой портфель акций тает на глазах, это уже не шум. Это реальная боль, которая требует немедленных действий. И эта неспособность системы исправляться с внутренними проблемами, конечно, проецируется и на рынке. Когда долгосрочная картина настолько туманна, любой краткосрочный шок может вызвать Паническую реакцию. Именно это мы и наблюдали. Вернемся к цифрам. Падение NASDAQ на 2% – это неприятно, но не катастрофа. Однако посмотрите, что оно спровоцировало. Золото обвалилось более чем на 3%. А серебро? Серебро просто рухнуло, потеряв 10,6% за одну сессию. Это уже не похоже на простую коррекцию. Совершенно не похоже. Это не выглядит как фундаментальная переоценка драгоценных металлов. Ничего не произошло в мире, что сделало бы золото или серебро на 10% хуже за один день. Это пахнет чем-то другим. Признак глубокого стресса ликвидности. Вы абсолютно правы. Это классический хрестоматийный сценарий марджин-коллов. Давайте объясним, как это работает.
Представьте инвестора, у которого в портфеле акции технологических компаний и для диверсификации золото и серебро. Акции начинают падать. Он несет убытки. И в какой-то момент его брокер звонит и говорит: «У вас убытки превысили допустимый лимит, срочно внесите средства, иначе мы принудительно закроем ваши позиции». Это и есть margin call. А где быстро взять наличные? Вот именно. Продать то, что можно продать мгновенно и в любом объеме. То есть самые ликвидные активы. И это как раз золото и серебро. То есть люди продавали не потому, что разочаровались в металлах, а потому что им срочно нужны были деньги, чтобы покрыть убытки по акциям. Продавали не то, что хотели, а то, что могли. Совершенно верно. Это чисто технический фактор. Он не имеет никакого отношения к фундаментальной стоимости металлов. Это каскадный эффект. Первые продажи вызывают падение цены, это падение вызывает новые маржин-коллы у других инвесторов и так далее по цепочке. Мы видим тот же самый механизм и на нефтяном рынке. Нефть марки WTI упала более чем на 3% и торгуется уже ниже $63 за баррель. Это тоже признак того, что инвесторы сбрасывают ликвидные активы для получения кэша. И эта отчаянная борьба за ликвидность происходит, конечно, не в вакууме. Пока американские инвесторы пытаются справиться со своими маржин-коллами, на глобальной геополитической шахматной доске переставляются фигуры. И это создает очень сложный и, я бы сказал, противоречивый фон. Да, и внешняя политика США сейчас это клубок противоречий. С одной стороны, мы слышим почти примирительные заявления в адрес Ирана. Трамп говорит о необходимости заключить новую сделку. С другой стороны, буквально в это же время в регион Персидского залива направляется вторая авианосная ударная группа. Это классическая дипломатия силы в стиле Теодора Рузвельта. Говори мягко, но держи в руках большую дубинку. И как рынок это интерпретирует? Какому из этих двух сигналов он верит больше? Судя по цене на нефть, рынок верит словам, а не делам. Разговоры о возможной сделке с Ираном снижают так называемую премию за геополитический риск. Трейдеры закладывают в цену меньшую вероятность военного конфликта, и это давит на котировки WTI. Движение авианосца — это слишком сложный сигнал, а слова о сделке — простой и понятный. И пока на Ближнем Востоке идет эта двойная игра, основные стратегические усилия, похоже, сосредоточены в Азии. И здесь сигналы куда более однозначные. Подписано торговое соглашение с Тайванем. Оно не только снижает тарифы, но и, по сути, обязует Тайвань увеличить закупки американских товаров. Это явный шаг по укреплению экономического союза в противовес Китаю. И это происходит на фоне резкого обострения отношений между другими ключевыми игроками региона. В Японии премьер-министр Такаичи одержала уверенную победу на выборах, а она известна своей жесткой позицией по отношению к Китаю. И вот, пожалуйста, первое же действие Токио задерживает китайское рыболовное судно. Это не случайность, это демонстрация силы. Напряжение в регионе растет. К этому стоит добавить и долгосрочные факторы неопределенности. По данным южнокорейской разведки, в Северной Корее запущен процесс передачи власти, и преемницей Ким Чен Ына выбрана его дочь. Это событие с огромными последствиями для стабильности всего полуострова, которое пока остается в тени. И еще один интересный момент, на который стоит обратить внимание. В Южной Азии, в Бангладеш, на выборах, по предварительным данным, побеждает националистическая партия. Их главный лозунг – тотальное дерегулирование. Если они действительно начнут проводить эту политику, это может кардинально изменить экономический ландшафт в регионе. Итак, давайте попробуем собрать все это воедино. Что мы имеем в сухом остатке? С одной стороны, рынок, полностью поглощенный одной историей. Распродажа в технологическом секторе. Это быстрая эмоциональная реакция. С другой стороны, медленные, но мощные тектонические процессы. Фундаментальный разворот в политике США, растущая политическая дисфункция, сложная игра в Азии. И для инвесторов главный вопрос – где на самом деле скрывается настоящий риск? В колебаниях акций, которые могут завтра же отскочить вверх? Или в этих медленных процессах, которые подтачивают основы глобальной стабильности и могут в один момент привести к гораздо более серьезному кризису? Это и есть ключевой вопрос. И уже завтра утром по восточному времени в 8:30 утра в Нью-Йорке мы получим следующий важный фрагмент этого пазла. Выйдет отчет по потребительской инфляции, CPI, в США за январь.
Эти цифры могут либо успокоить рынок, либо подлить масло в огонь. Действием Федеральной резервной системы. Если инфляция окажется выше прогнозов, это укрепит позиции ястребов и усилит давление на рынок. Если ниже, даст повод для облегчения. Так что завтрашнее утро может принести новую волну волатильности на и без того очень нервный рынок. Будьте на шаг впереди. Это был Global Macro Pulse. Информация в данном выпуске не является финансовой рекомендацией.